Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня буду готовить весенний торт. Торт выполнен в весенних красках. Зеленый бисквит со шпинатом. Бисквит очень простой в приготовлении, влажный и сдобный. Освежающий с легкой морозной весенней горчинкой крем на желтках и апельсиновом соке. И цветы, которые я приготовлю на основе белково-масляного крема на швейцарской меренге. Но при желании торт можно украсить ягодами, фруктами, конфетами, печеньями, в общем, по вашему вкусу. Для зеленого цвета бисквита я возьму 50 граммов листьев шпината, возьму только листочки без черешков. Шпинат я перебрала, промыла, залью шпинат крутым кипятком, накрою и оставлю минут на 10, чтобы шпинат стал мягче и его было легче разбить в блендере. Затем шпинат отцежу, положу в чашу блендера. Сюда же налью 100 мл молока и разобью в блендере до однородности. Итак, для бисквита нам понадобится подготовленная ранее смесь шпината с молоком. Как вариант можно взять просто 125 мл молока без шпината, либо можно взять 125 мл молока и окрасить его красителем. 125 мл растительного масла, 180 граммов муки, 2 крупных куриных яйца, 120 граммов сахара, пакетик разрыхлителя для теста – это 10 граммов, пакетик ванильного сахара – 8 граммов и буквально щепотка соли. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для торта диаметром 26 см с отверстием посередине. Чтобы бисквит было легче достать, я форму смажу сливочным маслом и просыплю мукой. Лишнюю муку стряхну. Смешиваем муку и разрыхлитель. Смешиваем как можно тщательнее, чтобы разрыхлитель равномерно разошелся по объему и бисквит поднимался ровно. А затем просеиваем. Разбиваем в миску 2 куриных яйца, всыпаем щепотку соли, всыпаем сюда же ванильный сахар, в несколько приемов всыпаем сахар и взбиваем 3-5 минут. В несколько приемов вливаем растительное масло и в несколько приемов вливаем шпинатную массу. В последнюю очередь вмешиваем тесто, муку с разрыхлителем. Вмешиваем быстро, чтобы тесто не переработать, чтобы оно не затянулось, и бисквит хорошо поднялся. Я сначала размешаю лопаточкой и затем коротко проработаю миксером до однородности. Вот такое совершенно не густое тесто мне получилось в результате. Выливаем тесто в подготовленную форму. Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы тесто легло ровно. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Форму я оставлю чуть ниже середины духовки, нагрев вверх-вниз. Печется бисквит около 30 минут. Готовность определяем деревянной палочкой. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и оставляем минут на 15-20, чтобы бисквит подостыл. Затем аккуратно снимаем форму, бисквит перекладываем на решетку и даем полностью остыть. Я пекла бисквит накануне вечером. После того, как он полностью остыл, я его завернула в пищевую пленку и положила на ночь в холодильник. Утром достала и продолжила приготовление торта. У бисквита я срежу краешки, поскольку они, как правило, такого не очень красивого коричневого цвета. Я срезала только внешние краешки по большому кругу, но правильнее было бы срезать краешки и по кругу внутри бисквита. Разрезаем бисквит вдоль пополам. Вот такой он яркий, красивый, зеленый внутри. Сверху бисквита я также слегка зачищу. Удалю коричневую корочку. Бисквит пока откладываем. Готовим крем. Для крема нам понадобится 300 мл апельсинового сока и апельсинового цедра, 200 мл жирных сливок для взбивания, жирностью 33-35%, 2 яичных желтка, 60 граммов сахара, 30 граммов муки либо крахмала, 20 граммов сахарной пудры и 7 граммов быстрорастворимого желатина. С апельсина снимаем цедру. Нам понадобится примерно чайная ложка. Снимаем только самый верхний слой, не затрагивая белый слой, чтобы крем не горчил. И выжимаем сок. Нам понадобится 300 мл апельсинового сока.
Попутно заметьте, что этот крем можно приготовить не только на апельсиновом соке, можно взять любой другой сок или молоко. В небольшом количестве апельсинового сока замачиваем желатин. Яйца разделяем на белки и желтки. Для этого крема нам понадобятся только желтки. Белки я также буду использовать в рецепте, но для другого крема. Желтки слегка взбиваем. Всыпаем сахар. Всыпаем муку либо крахмал. И размешиваем до однородности. Если получилось густовато, можно добавить немного апельсинового сока. Весь оставшийся апельсиновый сок доводим практически до кипения и вливаем тонкой струйкой. Переливаем крем в кастрюлю, ставим на плиту и при постоянном интенсивном перемешивании варим до загустения. Когда крем загустеет, поварим его еще буквально 1 минуту, чтобы мука либо крахмал проварились и не ощущались в готовом креме. Кладем в крем апельсиновую цедру, размешиваем. Апельсиновая цедра придаст крему яркость, но в то же время придаст и легкую характерную горчинку. Если она вам не нравится, готовьте крем без цедры. Ничем заменять не нужно, просто пропустите. Переливаем крем в миску. Набухший желатин аккуратно прогреваем, чтобы он полностью растворился. Напомню, что желатин не рекомендуется нагревать выше температуры 60 градусов Цельсия, иначе он может потерять свою силу. Вливаем желатиновый раствор в крем, размешиваем и даем остыть до комнатной температуры. В процессе остывания я буду периодически крем перемешивать, чтобы сверху не образовывалась корочка. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что для того, чтобы сливки легко и охотно взбились, они должны быть жирными и обязательно должны быть очень холодными. Поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, сливки обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Аккуратно порциями вмешиваем взбитые сливки в заварную основу. И наш крем готов. Вот такой по густоте крем у меня получился в результате. Сейчас он жидковат, отсадить его на кожу будет невозможно, он будет просто растекаться. Поэтому миску с кремом я поставлю на некоторое время в холодильник, чтобы крем охладился, в нем начал работать желатин и крем стал гуще. В процессе охлаждения я буду периодически подходить, крем перемешивать и контролировать его густоту. На кондитерский мешок я установила круглую насадку диаметром 12 мм. Обязательно сделаю пробную отсадку, чтобы убедиться, что крем достаточно густой и не растекается. На первый корж я отсажу примерно 2/3 всего крема. Очень аккуратно положу второй корж. И отсажу оставшуюся треть крема. Буду отсаживать крем по внешнему и внутреннему кругу. И затем ложечкой вот таким образом распределю крем по коржу. Как вариант, сверху на крем можно выложить ягоды, фрукты, конфеты, печенье, то есть украсить торт и на этом завершить его приготовление. Можно, например, из оставшихся яичных белков испечь безе и украсить ими торт. Я на этот раз украшу торт цветами. Из оставшихся белков я приготовлю белково-масляный крем на основе швейцарской меренги и отсажу цветы. Убираем торт пока в холодильник, чтобы крем застыл. Ну а мы приготовим второй крем для украшения торта. Для второго крема я возьму 2 оставшихся яичных белка, 100 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла и несколько капель апельсиновой эссенции. Готовим паровую баню. Подбираем кастрюлю таким образом, чтобы миска, в которой мы будем готовить крем, ее полностью, буквально как крышкой закрывала. Воды в кастрюлю я налью столько, чтобы вода не касалась дна миски. Масло нужно заранее достать из холодильника
и дать согреться, чтобы масло было очень мягким и легко продавливалось пальцем. В миску кладем белки, всыпаем сахар, размешиваем, ставим на водяную баню. Напомню, что кипящая вода не должна касаться дна миски. И аккуратно нагреваем. Нам нужно, чтобы полностью растворился сахар и белки прогрелись до очень горячего, примерно до температуры 60 градусов Цельсия. В процессе нагревания белки постоянно перемешиваем, чтобы белок не перегрелся, не сварился. Постоянно проходимся венчиком либо лопаточкой вдоль стенок посуды, поскольку здесь идет самый интенсивный нагрев. Проверить, полностью ли растворился сахар, можно, растерев небольшое количество белка между пальцами. При растирании не должны ощущаться крупинки сахара. Снимаем миску с бани и взбиваем белки на высоких оборотах миксера до жестких пиков. Продолжаем взбивать до тех пор, пока белки не остынут полностью. Их температура не должна превышать 30 градусов Цельсия. Вот так выглядит жесткий пик. Постепенно вмешиваем сливочное масло и хорошо прорабатываем миксером до плотного однородного крема. Как вариант, можно приготовить белково-заварной крем. Он без сливочного масла легче, но иногда возникают проблемы с его стабильностью. Этот крем готовится гораздо проще, и он очень стабильный, поэтому я выбрала именно его. Попутно замечу, что на канале есть отдельное видео, посвященное белково-заварному крему. Ссылку на это видео я поставлю в описании под этим видео. Вот такой по консистенции крем у меня получился в результате. При желании крем можно покрасить. Я буду использовать гелевые красители вот таких цветов. Для отсадки возьму насадку тюльпан. Чтобы цветы выглядели более естественно, я нанесу на пищевую пленку немного красителя, выложу светлый крем на центр полоской выложу крем других оттенков. Сверну роликом. И вложу в кондитерский мешок. Достаем из холодильника торт. Крем уже успел схватиться. Сверху на площадку я нанесу немного белкового крема и отсажу цветы и листочки. Убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо охладился. И наш торт готов. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.